Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня я предлагаю приготовить вкуснейшие пирожки с капустой. Пирожки будут жареные, начинку вы можете выбирать по своему вкусу, я буду делать с капустой. Здесь у меня 350 граммов теплой воды. Вода обязательно должна быть теплой, потому что дрожжи, как вы знаете, любят тепло, не любят холод и не любят ничего горячего. Здесь у меня неполная столовая ложка сухих быстродействующих дрожжей. Это приблизительно 8-9, может 10 граммов. Отправляю сюда. Также добавляю столовую ложку с горкой сахара и несколько столовых ложек муки. 4. Перемешиваем эту массу и оставляем на 10 минут в теплом месте, чтобы дрожжи активировались. Миска тоже должна быть теплой, тогда процесс активации будет быстрее. Спустя 10 минут дрожжи уже заработали, тесто начало потихоньку пениться. И теперь добавляем сюда 4 столовые ложки растительного масла. Добавляю столовую ложку без горки, обязательно соли. И теперь будем добавлять муку. Всего здесь у меня было 600 граммов муки. Несколько столовых ложек я добавила в опару для активации дрожжей. Муку в любом случае мы будем добавлять постепенно, чтобы не забить тесто мукой. Тесто должно получиться не слишком мягким и жидким. Оно должно быть таким вот в самый раз, чтобы было, чтобы не впитывало очень много масла при жарке. Но при этом не должно быть плотным, чтобы быстро поднималось. И в итоге пирожки получились воздушные. Добавляем постепенно и перемешиваем, чтобы тесто хорошо промешивалось. Сначала можно перемешивать лопаткой, а потом уже начнем замес руками. Смотрите, у меня ушло 590 граммов муки. Эти 10 граммов, которые остались, я буду использовать на подпыл. И слегка вымешиваем тесто, чтобы оно стало однородным. Посмотрите, какое тесто мягкое. Оно, вот если слишком долго его вымешивать, оно слегка прилипает, но я уже не буду его забивать мукой. Вот такое оно получается. Достаточно упругое, но не забитое ни в коем случае. Количество муки зависит, конечно же, от самой муки, поэтому ориентируйтесь не на вес муки, а на консистенцию теста. Оно должно получиться вот такое вот, как вы видите сейчас на видео. Тесто я округлила, выкладываю снова в миску, накрою крышкой и поставлю в холодильник на 1 час. Пока тесто подходит, займемся начинкой. Я буду тушить капусту. Можно ее натушить, конечно, заранее. Можно сделать абсолютно любую начинку. Вы можете сделать... плотная попалась. Можете сделать из картофеля с грибами, с картофеля с луком. Ливер можно сделать или, как у меня, тушеная капуста. Я беру 1 килограмм капусты, 1 небольшую морковь и вот такие 2 небольшие луковицы. Нарезаю на кусочки, которые поместятся в мою помощницу. Вы можете шинковать вручную. У меня есть вот такая вот насадка на мясорубку, при помощи которой можно быстро нашинковать капусту. Конечно, она шинкует не так качественно, как вы это сделаете вручную, но так получается сэкономить время и силы. Кочерышку, конечно же, не буду использовать. И процесс у меня пошел. Быстро, скоро. В капусту добавляем соль по вкусу. Я добавила 1 чайную ложку. И вот так вот ее хорошенько пожмем, чтобы она пустила сок и уменьшилась в объеме, а то и в сковородку не влезет. Всего лишь килограмм капусты, а сколько ее в объеме получается. Я поменяла насадку и теперь натираю морковь. Все, готово. Лук я нарезаю ножом на четвертинки. На сковородку в первую очередь отправляю лук, обжариваю его до румяности. Лук начал немного золотиться, я добавляю морковь, перемешиваю и сразу же добавлю капусту. Капусты у меня много, но и сковорода у меня большая. Обжариваем капусту минут 5-10, потом накроем крышкой и будем тушить до мягкости. Минут за 10 до полной готовности я добавляю лавровый лист и хорошенько перчу. Здесь у меня молотый
черный перец. Вы можете добавить любые специи по своему вкусу. Также можно добавить томатную пасту или томатный сок. Все по вашему вкусу. Попробуйте также на соль еще и доведите уже по своим вкусовым предпочтениям. Чтобы капуста быстрее остыла, я ее уже минут 20 или 30 назад переложила в вот такое вот блюдо, и она уже полностью у меня остыла. Также у меня подошло тесто в холодильнике. Не бойтесь ставить его в холодильник. Здесь немного увеличенное количество дрожжей, и за счет того, что оно поднимается в холодильнике, оно даже в холодильнике поднимается, но оно становится более плотным за счет холода, и с ним теперь будет удобнее работать. Оно не будет так липнуть, мы не будем добавлять никакой муки, и в итоге тесто не получится забитым. Поверхности руки немного смажу растительным маслом, совсем чуть-чуть, чтобы тесто все же не прилипло. Муку уже использовать не буду. И вот перекладываем тесто. Посмотрите, какое оно после холодильника. Вот оно подошло. Все чудесно с ним. Тесто нужно, посмотрите, даже пузыри воздуха здесь есть, прекрасное тесто. Теперь тесто, я так просто люблю работать с тестом, нужно разделить на 20 одинаковых шариков весом приблизительно 50 граммов каждый. Из каждой части теста формирую вот такой вот шарик. Можно еще вот так вот рукой сделать. Получается 20 вот таких вот шариков, в итоге из которых получится 20 пирожков. Берем шарик теста из этих рядов, которые мы раскатывали первыми, то есть формировали первыми, и раскатываем его вот такую вот лепешку. Тесто даже если и липнет, то оно хорошо отходит от поверхности, смазанной растительным маслом. Вот такая получается лепешка. Выкладываем на нее начинку из капусты и формируем пирожок. Хорошенько скрепляем края. И вот этот гребешок вот так вот я заворачиваю, чтобы ничего не разошлось. Выложили начинку и теперь формируем пирожок. Стараемся, чтобы капуста не попала в шов. Сначала вот так вот черновой шов, и теперь хорошенько проходимся, чтобы ничего не расклеилось. Теперь этот нижний гребешок, вот, то есть теперь этот гребешок я вот так вот заворачиваю и переворачиваю пирожок. Тесто получается замечательное, с ним очень приятно работать, оно такое, знаете, хорошо склеивается шовчик, все хорошенько, оно не липнет, не нужно припылять ничего мукой, потому что тогда мука может гореть во фритюре, в масле растительном. Кстати, вот пока уже я сделала больше 10 пирожочков, можно хорошенько прогреть растительное масло в сковородке. Смотрите, можно проверить вот так вот деревянной шпажкой, если от нее отходят пузыри, то все готово. Огонь средний, не делаю слишком сильный, чтобы пирожки успели пропечься внутри. Выкладываю пирожки швом вниз. Это те, которые я сделала первыми. Прямо на глазах они, видите, начинают увеличиваться. 4 и 5. Смотрите, какие пузыри. И смотрите, как только они подрумянились с одной стороны, переворачиваю на другую. Вот, посмотрите, какие они становятся большие, аппетитные. Можно даже больше растительного масла наливать, чтобы они прям все плавали, тогда не будет вот этих вот белых пятен. И вот еще следующая партия. Не делаем огонь слишком сильным, чтобы они успевали прожариваться, но при этом не делаем и слишком слабым, чтобы они не напитывали растительное масло, не напитывались растительным маслом. Вот такие красивые румяные пирожочки. Вот это еще чуть-чуть подрумяним.
Если получается вот такая вот белая полосочка, она вас смущает, то вот так вот переворачиваем на бочок, чтобы она подрумянилась. Посмотрите, корочка снаружи хрустящая, мягенький, мягусенький, здесь полным-полно начинки. Какое получилось тоненькое тесто, мелкопузырчатое и сколько начинки. Совсем забыла сказать, что готовые пирожки выкладываем на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир с их поверхности. Само тесто масло не впитывает, но, конечно, масло остается на поверхности пирожка, и лучше, чтобы оно впиталось в бумажное полотенце. Сейчас я буду пробовать эту вкуснятину. Обожаю пирожки, жареные с капустой. Тесто получилось очень тоненькое, оно абсолютно не отдает дрожжами, очень вкусное, мягкое, нежное. Вкуснятина. Вот специально оторвала тесто с края, чтобы вы посмотрели, какое оно получается внутри, воздушное. Тесто в меру соленое, дрожжами совсем не пахнет, как я уже говорила, оно не сладкое, если вы любите слегка сладковатое, тогда добавляйте чуть больше сахара. Тесто получается суперское, с ним очень легко и просто работать, вы же видели сами, что никаких проблем нет. Готовьте, я уверена, вам понравится, любую начинку выбирайте, можно и беляши сделать, все на ваше усмотрение. Я же с вами прощаюсь, всем пока, до новых вкусных рецептов.